Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Сегодня я в том месте, куда многие из вас меня отправляли. Обещал, приехал. Как вы думаете, где я? Если я вам покажу это, если я вам покажу это, если я вам покажу даже вот это. Фильм UA на Троещине. Да, друзья, я у оптового рынка на Троещине. Вон там вот он начинается, туда мы с вами и отправимся. Фильм UA, студия, видите, какие сооружения, занимает большую площадь. Но нас с вами сегодня интересует пару километров крытого и не только рынка. Друзья, буквально пару слов об этом рынке, почему он так знаменит, я не знаю, как, наверное, привоз в Одессе. Да все просто, потому что 99% продавцов, которые стоят около метро, которые, да даже вот на этих же продуктовых ярмарках, да, на которых мы с вами периодически бываем. Кстати, в предыдущем ролике была ярмарка на Яревудского. Не смотрели, обязательно залетайте, посмотрите прямо сейчас. Так вот, на этих ярмарках продавцы закупаются, не говорю про всех, но большинство закупаются именно на рынке оптовом на Троещине. Это не вещевой рынок намного дальше. И цены тут обещают быть очень вкусные. Обычно, когда лето, когда, уже осталось, может быть, месяц-второй, вдоль вот этой дороги электротехническая, тут стоят автомобили грузовые, и с них продают лук, с них продают цибулю, лук, цибуля, одно и то же, арбузы, дыни, картоху. Если вы присмотритесь, вот с той стороны, возле, да, машинки там лежат мешки, прямо мешки 30-килограммовые. Тут лежит арбузик. Не буду перебегать туда-сюда, потому что освещения нет, светофоры не работают, и можно неплохо попасть под машинку. Посмотрим, изучим цены, что продают на оптовом рынке на Троещине. Поэтому прямо сейчас, пока я не зашел туда, прожимаем лайк, прожимаем палец вверх и подписываемся, чтобы не пропустить самое интересное. Погнали! Все должно быть очень культурно, все должно быть очень красиво и все должно быть очень интересно. Помидоры 50, огірки в яку ціну? 50, да? 50, огірки 55, черешня сотка, огірки 50, лохина 300. А можно я, пожалуйста, посмотрю? Лохина 300. Друзья, до этого момента я видел лохину минимум за 400. Тут лохина 300 за килограмм. Так, абрикос с солодкой 60, персик 60, персик 70, нектарин 60, зелень. А в яку ціну петрушка? Укроп? 25 за пучок. Класс. Кабачок 40, огірки 45, 70. Нет, не 70, 45 огірки. Кабачки 35. Картошка 35. И морковка 70, бурячок 50. Так, Одесса. А можно глянуть, сколько? 75. Это у нас черешня. Ну, смотрите, какие маленькие огурчики. Маленькие 75. Він більш м'ясистий, а той більш водянистий. Водянистый. Це ви сказали 65, да? Це 60. 60. Видите, вам сразу и расскажет, и покажет, какой более водянистый, какой более мясистый. Все как нужно.
Черешня сотка. Черешня маленькая 40. А вишни нема? Нема. Черешня є 80 и 60. Понял. Понял. Вишня пока дорога, мы наберем. Крыжовник, друзья. Я еще не видел крыжовник. Впервые вижу в этом сезоне крыжовник. 90 и смородина 80. Картошка 35. Абрикосики 60. Груша 20. Груша вообще для засушки или для узвара самое то. У меня груша, кстати, дома закончилась совсем. То есть мне нужно или покупную брать сушеную для узвара, или одно из двух. Черри 70, перец 140. Так, ну удобно, кстати, если вдруг сейчас пойдет дождь, что в Киеве, в принципе, передают активно на сегодняшний день, но я все жду и никак не дождусь, хотя я не брал с собой ни зонт, ни какую куртку, и погода позволяет чувствовать себя комфортно. Цветная капуста 50. Погода позволяет себя чувствовать комфортно, потому что не жарко, не холодно, вот в самый раз, не душно, потому что когда жара, тут посмотрите на вот эти вот павильон, тут, конечно же, нагревается крыша, и оно становится все очень душно. 120 черешня, пропускаем автомобиль и переходим на другую сторону. Лисички 300, вот большая черешенка 130. 130. Спасибочки. Так, а это як називається? Ожина, да, чи як воно називається? Ожина 300 гривен. 300 гривен за килограмм. Черника 180. Переходим в следующий павильон. Они все одинаковые, просто, ну, для удобства, может быть, разбиты на несколько частей. Так, ожина, еще раз. Смотрите, какая красота, класс, мне нравится. 480, помельче, тут прям крупная. 480, помельче 400. 200 полуниця, лисички, завал лисичек 300, черника 180. Так, фасоль сотка, вот так вот я вам покажу, фасоль сотка. Картоха 30, молодая картоха. Так, тут надо, видимо, осторожно быть, потому что цыгане ходят. Так, Мелитополь. Мелитопольская крупноплідна, ну здоровая, нормальная, здоровая. 120, полуниця свежая 120. Кстати, сегодня тут народу меньше, потому что буквально в километре отсюда проводится рынок, ну ярмарка выходного дня. Ярмарка выходного дня проводится, и ну, многие идут туда, чтобы, знаете, если немного покупать, и примерно цены, если человек там где-то ближе живет, там, ну, примерно цены, может быть, и дороже, но как бы не намного. Так, крыжовник соточка. Интересно, интересно. Крыжовник я даже не видел на Ревудского нигде. Появилась там вишня, появился, как он называется-то, лохина. Вот крыжовник. Крыжовник 120. Странно. Почему на продуктовых ярмарках еще крыжовника нет? Я нигде не видел. Странно. Тут же пакетики, тут же у нас абрикоски, тут же у нас нектарины за 85, сотка за абрикос. Как говорят, все нужно по сезону. Вот, кстати, большие павильоны. Я не знаю, друзья, это... Я сейчас пройду и сюда вернусь. Я так понимаю, это вот огромнейший рынок, самый оптовый. Да, давайте я сейчас еще пройду и сюда вернусь, поэтому не переключайтесь. Потому что они, видимо, разъезжаются уже, но что-то я там уточню и спрошу. Так, дальше. Дальше. Смотрите, какая красота. Все зеленушечка, все свежее, все прям с грядки. 450 лохина, огурки 70, картошка 30, сливка 85, черри 75. Так, помидорчики 40 или 50. Перчик болгарский, не болгарский, перчик 120. Черешня
80. Ну, черешня, вот разница от размера. То есть тут у нас, допустим, да, 80, супер черешня. Тут у нас побольше стоит уже 150. Но это размер, как бы вы видите сами, огромный. Так, печерицы от 50 идет и выше, 50, 60, 70, 80, 85. Так, слива появилась, 75. Сливка тоже еще не было. Может быть, сейчас даже прикуплю сливку. Черешня 85, персик 55. Друзья, я держу в голове, конечно, посыл о том, чтобы я не дергал камеру, но, блин, извиняйте, если что не так. Так, домашняя запашная олия, домашняя, 80 гривен за литр. Ту, которую я, допустим, покупаю в магазине, там литруха, там даже не литр, там около 820 грамм, она стоит около 60 гривен, тут 80. Может быть, даже стоит и попробовать. Так, коктейльный 70, с носиком 65. Это у нас то, что уже подошло к своей кондиции по 25. 15 капусточка. Да. Так, можно? Можно. Не, а некоторые наоборот говорят, что нет, нельзя. Я говорю, так это же наоборот, человек посмотрит, придет. А вы расскажите, что у вас по ценам, чтобы люди пришли и сразу, о, мы хотим масло. Вот масло Диана домашняя, очень вкусно, 300 гривен. 300. Домашний. Сулугуни, брынза коровья, брынза Супер. овечья, все есть у нас. Так, а брынза овечья сколько? 350. Ну, нормальные цены, кстати, да. Нормальные. Хорошего дня вам, спасибочки. Так, давим на месте гранатовый сок. Кстати, очень давно не видел гранатовый сок. И может быть, даже сейчас тоже прикуплю, потому что мне понравился. Так, огненный шар. 150 гривен. Огромная черешня, наверное. Да? Наверное, цена соответствует. Так, я вижу черешню и по 75, я вижу черешню и по 50. О нет, 50 не видел, 75 и сотка. Так, сулугуни 220, слойка сулугуни 210, все сулугуни. Тут, кстати, масло домашнее 270. Брынза опт килограмм 170. Так, что еще у нас есть? У нас есть еще небольшой один павильончик, и за ним я вижу уже открытую місцевість. Подивимось, скільки ще там продають. Так, по квасолі, хто у нас полюбляє борщик, да, квасоля у нас або 70 гривень, або 75 гривень. 80 гривень є квасоля, велика 75, чечевица 70, это кукуруза, да, я так понимаю, 70 гривен, которая воздушная. Так, ой, извините, пожалуйста. 60 огурчики. Ой, еле протиснуться. Так, горох 40. Перец 60. Очень мало места, потому что если, да, вот люди, допустим, стоят с одной стороны и с другой стороны, то ну, уже не протиснуться. Это я еще, да, там на выдохе прохожу, а если вы еще с пакетами в одной руке и во второй, то как бы совсем плохенько. О, вишня 60, черешня 80. Нашел единственный лоток за сегодня, наверное, за целый день, где есть вишня. На часах сейчас ориентировочно, не знаю, где-то середина дня. Конечно же, на рынок нужно обязательно приезжать в первой половине дня, чтобы самые лакомые кусочки отхватить. Но если даже вы любите поспать, как я, да, сова, то вполне можно прийти и днем. А в яку ціну у вас творожок? 150 за килограмм, да? Не раскрывайте. А это разные, да? Это жовтий, а Ну, трошки білий? іначе. Це типу з печі, да? Чи? Да, це в
печі отаплюється, Ага, в печі, ага, в печі отаплюється. Так, Давайте я вам дам 150 за трошки кілограм, за Да, кіло, за да? кілограм, да. Ага, дякую, да, якого гарного дня вам. Дякую. Так, редисочка по 15, Давайте, діда, ящик. капуста цветная 25, кабачок 20. А, щоб не А груши в яку ціну? по 35. По 35 Знаю, груши. сколько натурально. Ну, это такой лоток уже, где товар такой подуставший. Ну, вы видели, да, то есть вы не реагируете так резво на цены, да, где груша 35 там, или где еще что-то, такой товарчик подуставший. Так, ну и все, вот, собственно, рыночек, который мы с вами прошли. Посмотрим черешню. Это черешня, да? Черешня 40 гривен, но мелкая. Не знаю, мне, честно говоря, не мелкая черешня. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне кажется, лучше переплатить, если позволяют, конечно, финансы, потому что дело такое, чем ну, вот с этими мелкими семечками играться. Так, друзья, я захожу в оптовый рынок, куда вы просили. Тут все ящиками и мешками, то есть вот там вот поперек дороги, да, вдоль дороги я шел. Там у нас обычный, а если вам нужно, да, все большими вот такими вот ящичками, вы можете организоваться сюда. Давайте, может быть, у кого-то, какого-то продавца поспрашиваем, что почем, чтобы знать. Добрий день. А можна поцікавитись, бо люди цікавляться, я, якщо можна, запишу ціни оптові на ваші продукти. Та так, просто я вас не буду знімати, просто скажіть. Від 330 до 400, Так, лохина 330-400, цибуля стара 22, цибуля стара 22. Це від десь 30 кіло, да, йде? 25, ага. і помідор простий розовий 75, Від 75. Це якщо я буду брати скільки така ціна буде? Ящик, мінімум ящик. Так, на гілці такі. ці Умань, Гордій фірма, це дуже ризикується, саме екологічно чисто, саме кращий помідор, який існує, це другими словами еліта помідор. Еліта. 100 гривень. А слівка оце жовтий Скільки 120? 120. Дякую, дякую, гарного дня вам, дякую. Так. Ну, вот такие вот у нас цены. Давайте спросимо по морковці. Добрий день, а в яку ціну морква, якщо ми будемо брати? Це від якої кількості і скільки коштує? Ще раз. Морковка в яку ціну? 24, 24. Это если сколько тут брать? 23, 23 кило. А картошка? 18. 18. По 18. Так, и, А що ви будете брати чи ні? и це этот лук, ой, лук говорю. Лук, да. Лук 160. Я понял. Этот чеснок вылетело. 160. Это от ящичка, да? Ящик, да. Ящичка, да. Рынок. У вас тут Хороший. камери немає десь? У нас скрытых никогда камер нет. Дякую, хорошего дня вам. Так, давайте спросим арбузик. В какую цену? Добрый день. А скажите, арбуз у вас оптом или поштучно можно? А мне и так скажите, потому что если люди спрашивают у меня оптом, хочу сказать цену, какая цена оптом. 40. О. 40-50, так. А скажите по помидоркам, допустим, если от ящика, это сколько тут килограмм? 20 килограмм, это обычные самые, да? Тут 20. Больше, понял. Так, от какой цены оно стартует, если оптом? 90? 90, понял. Так, и... Ну да, это я понял. Так, и еще скажите, картошка 40, а лук, цибуля? Цибуля в яку ціну, если мешок? 20. Это тут где-то 25 килограмм, да? 18, понял. Понял. Спасибо, спасибо. Хорошего дня вам. Так. Кстати, удобно. Вот переехали, видимо, сюда. Вот эти все машинки, они стояли вдоль
дороги. Цибуля от 18, картошка тоже вы видите, слышите. И оптом, на самом деле, друзья, это не обязательно брать полмашины. Вот передо мной идет человек с тележкой, то есть можно взять, ну, грубо говоря, да, там мешок, допустим, цибули, мешок картошки, мешок лука там и все, и погнал, и поехал. Вот. Вот, собственно, вот так вот обстоит оптовый рынок у нас на Троещине. Ну, цены, я вам скажу, конечно же, поинтереснее, но такое, обычному рядовому, да, человеку, насколько нужен ящик помидорок, я сомневаюсь. Насколько нужен ящик огурков, я сомневаюсь. Если у вас бригада какая-то, да, там, или, ну, условно, я скажу, свадьба, то да, можно ящичек прикупить. А так это, скорее всего, покупают те, кто берут, да, и потом, допустим, переходят, ну, переезжают в такие небольшие локации около метро. Все прекрасно. Так, друзья, вот такой вот ролик у нас получился с рынка на Троещине. Мы с вами, друзья, охватили, на удивление, и оптовый, да, часть оптового рынка, ну, хотя бы ориентировочный диапазон цен, вы поняли, на ящики с огурцами, с помидорами, с морковкой. И мы с вами охватили обычный рынок людской, обычный рынок, который находится вот за этой стеной вдоль этой дороги, где тоже вполне вменяемые, адекватные цены по сравнению с цены ниже, по сравнению с ценами, которые вы видите на локациях, на точках у метро. Конечно же, я не перестаю говорить о том, что если вы досмотрели до этого момента, если то, что я делаю, вам до вподоби, ви можете прожати вподобайку, прожати палець, вы можете подписаться и вы можете оставить какой-то комментарий, как вам цены, как вам оптовый рынок, как вам атмосфера и люди тут. До новых встреч, новых видосов, всем пока.